Лиса, всю дорогу мешал мне ехать. Потому что если бы я молчал, мы бы разбились давно. Я говорил тебе, тормози. Если бы я затормозила, нам бы взад ехали, понимаешь? Все, я с тобой больше не еду. Вы сегодня рано, Андрей Васильевич? Да я одну знакомую жду. Ну, а где же тогда красная дорожка, цветы, конфеты, барабанная дробь? Кать, ты все неправильно понимаешь. Взятки, да? Приехала все-таки. Агнешка, здравствуй. Анджей. Платон Ильич, я к вам за советом больше пришел. Про случай со Слепневой все абсолютно правильно сделали. Ну, да, но это никого не волнует, потому что Слепнева еще в коме, а причину установить мы не можем. Вы ЭКГ делали? Кома могла возникнуть вследствие скрытого заболевания. То есть вы считаете, что у нее могло быть скрытое течение эпилепсии? Вполне возможно. Здравствуйте, Елизавета Юрьевна. Добрый день. Ну, а я как раз собирался уже уходить. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Я вам пельмени принесла. Это не магазинные, я сама лепила. Спасибо. Лепка пельменей развивает мелкую моторику рук, успокаивает нервную систему. Я не знаю, как там вашу систему. Для меня лепка пельменей – это гражданский подвиг. Так что цените и ешьте, пока тепло. Ну вот, и тут не слава богу. Ничего, подождем. Агнешка, мне в отделение пора. А, то нема проблем, ты иди. И знаешь, тут… В общем, я с одной девушкой тут работаю. Она и так уже утром подумала, что мы с тобой… Ревнует. Bardzo зле. Ты скажи, Агнешка друг? И у Агнешки есть Томаш, и они скоро улетят в Америку. А он у тебя программист, да? Супер програміста. План такий. 5 лет, tylko кар'єра. Потім свадьба і, може бути, дитятко. Ну да. То ти іди. Іди, я сама тут. Ну, хорошо, увидимся. Водички, пироженка. Пожалуйста. Спасибо. Вань, привет. Привет. Слушай, выручай. Я тут в такую дурацкую ситуацию попал. Ну, это еще не повод обращаться к реаниматологу. Ваня, ну эти твои шуточки, действительно, очень нужна помощь. Понимаешь, я год назад познакомился с Полькой по интернету. Ну, стали переписываться, классная девчонка. Вот, взяла и приехала. Вкусно? Вкусно. Очень вкусно. Елизавета Юрьевна, мне работать надо. Ну что я валяюсь здесь в этой пижамке, как пострадавший какой-то? Ну, слушайте, до полного выздоровления я вам запрещаю даже думать о работе. Да какое полное выздоровление? Вы хоть знаете, сколько оно стоит? Это полное выздоровление. Мне за всю жизнь столько не заработать. От меня что нужно? Вот, понимаешь, моя девушка, она не поймет, если я поеду вечером гулять с Полькой. Но в то же время и перед Полькой неудобно. Она, кроме меня, тут никого не знает. Ну, покажи наш
Замечательный город, а? Своди в кино ее, например, а? Ну что, отдыхать к нам приехала? На аборт. Завтра начинать обследование. Сегодня день свободный, и плюс вечер. Не хочется, чтобы она в гостинице скучала. Выручи, а? Давайте. С меня 2 дежурства. Одно на Новый год. Договорились. Платон Ильич, а почему к вам жена не приходит? Нет у меня жены. И не было? Была. Почему вы расстались? И не расстались мы. Бросила она меня. Ушла с маленьким ребенком, когда меня в новосибирской клинике после катастрофы по кускам собирали. Сказала, что сын не твой, не пытайся искать с ним встречи. А я-то знаю, что мой. Я это сердцем чувствую. Вы ни разу не видели собственного ребенка. Видел. Издалека и на фотографиях. Он родился, когда я в Монголии был. А потом Люда очень выгодно вышла замуж, живет за высоким забором. Разговаривать бесполезно, судиться надо. А на это у меня нет ни сил, ни средств. Вот такая история. И почему я с вами такой откровенный? Сам себе удивляюсь. А пельмени, правда, замечательные. Честная акушерская. Приятного аппетита. Спасибо. Абортный туризм? Ну, можно и так сказать. Я против абортов. Но я попала в сложную ситуацию. Я искала выход. Нашли самое убийственное для ребенка. Przepraszam. Я не стану споведаться. Я заплачу. Конечно, вы заплатите. Для всех, у кого нет полиса общего медицинского страхования, эта процедура платная. Еще придется обследоваться. Dziękuję bardzo. Оплатите стоимость процедуры, и завтра с утра с квитанцией подойдите к зав. Женской консультации. Он вас осмотрит и назначит обследование. Dziękuję. Ну что, как дела? Dobrze. Завтра idzie do lekarza Dumańskiego. A teraz Frido. Это мой друг. Иван, Wielka przyjemność, Agnieszka. могу составить компанию, город показать. Ja согласна. To może pojedziemy do klubu? Lubię trochę potańczyć. Потанцевать? Ну, хорошо. Okej, to cześć. Прошу. Ну, не брыльская, но пойдет. Вань. Так у вас все признаки острого аднексида. Сейчас что-то беспокоит? Tak, внизу живота больно. Давно больно. А это не помешает сделать аборт? Еще как помешает. Вот пролечим аднексид, потом посмотрим. Не выспались? Przepraszam, w ogóle nie spała. Poznawałam miasto. Максим Ильич, а зайдите ко мне, пожалуйста. Ага, спасибо. Zapalenia долго лечить? Ну, не меньше недели. И лучше это в стационаре сделать. И эффективнее, и выспаться сможете нормально. Dziękuję. Привет. Привет. Садись, а я как раз к тебе собирался. Ну, рассказывай, где вы вчера с Агнешкой были? В клубе? Ну, как-то клуба никакого мы на пути не встретили. Сначала нас в кинотеатр занесло.
Потом я предложил на прогулочном катере покататься. Ну что, ей хоть понравилось? По-моему, я ей понравился. День добрый. Я Агнешка. Буду тут з вами. Зина. Агнешка Курик, да? Так. Здравствуйте. Я Максим Викторович Заболотин, заведующий гинекологией. Через 10 минут смотровой жду вас. Мне надо аборт. А вы? А я лечусь. Это хороший доктор. Ей трижды этот Томаш наяривал. Ну да, парень ее, да? Все спрашивал, где ты, Агнешка, с кем ты? Ну, она и сказала, знаешь, Томаш, я познакомилась с отличным парнем, Иваном. И не взревновал? До этого козла другое волновало. Когда она аборт делать будет. Ну, а то сразу завтра. Я потом говорю, зачем же врать, девушка? Она бровки нахмурила. Что ты? Томаш так за меня переживает. Ну, я ей сказал, если бы переживал и любил, на аборт бы не отправил. Ну и что она? Что, обиделась? Ты ничего не понимаешь, я католичка, я сама против абортов. Но бывают обстоятельства, когда требуется идти на жертвы. Вот так вот. Уже гордая. Даже не позволила себя до гостиницы провести. Подожди. И ты бросил Польку одну ночью на набережной? Ваня, Я же ну, говорю, гордая. там же в это время пьяных полно. Слушай, Иван, хоть бы с ней все было хорошо. Алло, Агнешка. Здравствуй, а ты где? А, хорошо. Ее в гинекологию положили. Ну вот, ничего не случилось. Ладно, я пойду. Андрюш, слушай, ты меня больше такими просьбами не грузи, хорошо? Привет. Значит, не врала, Томаш. Аборт сегодня? Не. Нужно лечиться в шпитале. А ты оказался плохим гидом. Ну, извини. Просто не понимаю я женщин, которые… И никогда не поймешь. Да ну. 3 года с такой вот встречаюсь. Ничего ей не надо. Ни семьи, ни детей. Одно на уме. Карьера, деньги, красивая жизнь. Глотку перегрызет за свой кризисный менеджмент. А в отношениях кризиса не видит. И все у нее окей. Кота, правда, любит. А меня нет. И зачем такие отношения? Отвратительно все это. И ты такая же. Ты обо мне ниц не знаешь. Навязал женщине свое желание жизни и недоволен? А твой Томаш тебе не навязал свои желания жизни? Или это твое решение аборт делать? Пошел в дупу! Что это за люди? Суют нос в чужие дела. А я тебя не спрашиваю, для чего ты лечишься, Зина? От бесплодия. Przepraszam. Я просто… Попросту jeden лекарь, он довел меня. Томаш. Tak, Tomasz. A wszystko już minęło. Nie ma przyczyn dla obaw. Tak. Tomasz, on bardzo
переживает. Я сказала, что Юж сделала аборт. Ты смотри, чтобы потом не пожалела. И ты? Не треба. Я знаю, что я делаю. Кстати, Иван, с вас на следующей неделе 3 лекции в школе молодых мам. Но не больше. Меня эта нагрузка, мягко говоря, не вдохновляет. Слушайте, я что-то не понимаю, почему я должна всех уговаривать? Коллеги, честно говоря, я от вас ожидала большего энтузиазма. А вы, Андрей, что вы прячетесь за книжку? Марина Станиславовна, а я вам нужна еще? Нет, Катя, идите, вы и так целый день на ногах, небось, не ели ничего, идите. Да меня Андрей Васильевич подкармливает. Спасибо. Вань, ты домой? Еще дела есть. 3 лекции за мной. Пожалуйста. Слушаю вас. Jednu herbatу. Простите, что? Чай. А, поняла, сейчас. Пожалуйста. А я тебя в палате искал. Я думала о тебе. Ты прости меня. Przepraszam. Это ты меня извини. В последнее время как-то как коса на камень, понимаешь? Идиот идиота. Ты думаешь, мне легко идти на этот шаг? Я всю жизнь буду отмаливать этот грех. Не думай об этом. Ты славная. И у тебя все будет хорошо. Ты тоже очень хороший. И твоя женщина, она все поймет. И у вас обязательно будет детско. Ребенок. У Тани уже есть ребенок. Кот Барс. Тварь редкая. Так, Андрей Васильевич. Путь вашего сердца можно проследить по конфетным оберткам. Не понимаю, о чем вы? Филатов еще у себя? Да. Небось, нервно курит в кабинете в ожидании завтрашней 5-минутки. Говорят, Савчук нагрянет. Так что на голову нашего начмеда рухнут все громы и молнии. И вы так спокойно об этом говорите? Да, потому что я всегда найду выход. А ты не любишь животных? Ну почему не люблю? Я очень люблю животных. У меня стойкая неприязнь к одному конкретному коту. А у меня живет крыса Ханна. Такая bardzo умна. Иногда мне кажется, что Ханна умнее за меня. Вот-вот, у моего друга тоже есть крыса. Он делает вот так. Крыса бежит к пачке сигарет, берет сигарету и приносит ему. Прикинь? Умные. Мама, она не знает, для чего я здесь. Так, мамо, witam. No, dlaczego nie dzwonisz? Przecież ja nie jest malam. Niedługo wrócę. Co? Kto ci powiedział, że Tomasz jutro leci do Ameryki? Tomasz? Елизавета Юрьевна, можно? Максим Викторович, я думала, вы уже дома чаи гоняете. Чьи не успею еще погонять. Я вот только что шел и по дороге встретил Марину Станиславовну. А она говорит, что завтра к нам приезжает Савчук на 5-минутку. Вы об этом знали?
Ну, а что мы можем изменить? Нет, изменить мы уже ничего не можем. Настораживает другое. Почему Савина знает о приезде Савчук, а мы нет? Ну да, это о многом говорит. Ну да. Вы что так веселитесь? Ну, не то чтобы веселился, у меня просто есть другая новость. Я с Лепневой сделал ЭЭГ и обнаружили скрытую эпилепсию, которая не выходила наружу приступами, а была в голове и убивала клетки. Это и послужило причиной комы. Я уже назначил соответствующую терапию, поэтому остается надеяться, что динамика будет положительная. Это же замечательная новость. Я для этого к вам. Спасибо большое. Да. Максим Игоревич, как вы догадались? Это не я, это Земцов. Доброе утро, девочки. Хорошо, что не спите. Я решил пораньше обход сделать, а то у нас пятиминутка может затянуться все. Ну что, Агнешка, как дела? Wszystko normalnie. Ви скажете, сколько мне еще тут лежать? Я хочу сделать аборт и уехать. Ну, я думаю, что через недельку будешь дома. Так, Зина, вы помните, что у вас сегодня гистеросальпингография? Помню. Так, подготовились? Подготовилась. Вечером клизму сделала, с утра ничего не ела. Так, и что сидите? Пойдемте. Ну что, коллеги, час от часу не легче. То, что у Слепневой скрытая форма эпилепсии, многое объясняет. И я надеюсь, при правильном лечении она придет в себя. Добрый день. Могу поприсутствовать? А почему вы опаздываете? Заходите, пожалуйста, Платон Ильич. Спасибо. Ну вот вам яркий пример попустительства. Екатерина Сергеевна, дело в том, что Платон Ильич находится на больничном, и его появление здесь – это его личная инициатива. А давайте обойдемся без адвокатов. Друг друга выгораживают. А вы знаете, что родственники Слепневой поклялись, если с ней что-нибудь случится, посадить всех в тюрьму. Дело на контроле Минздрава. Распустились без железной руки! Значит так. Сегодня я подписываю приказ об увольнении Елизаветы Юрьевны Филатовой с должности начмеда. Ее место займет Марина Станиславовна Савина. И я надеюсь, что в ближайшее время она наведет порядок в больнице. Вопросы есть? Зина, Зиночка, больно? Зле? Угу. Не смогла расслабиться. А отцу тебе делали? Проверяли проходимость труб. Як то? Да зачем тебе эти подробности? Там жидкость вводят и… Да я не жалуюсь. Я через ад готова пройти, лишь бы дети были. А почему их нет? Да потому что ради спортивной карьеры тренировалась как сумасшедшая до поздней осени на байдарке. А байдарка знаешь, сколько раз переворачивалась? А я в холодной воде. Вот и доигралась. Хроническое воспаление придатков и бесплодие. А твой муж, он тебя поддерживает? Мой муж тренер по гребле. Сделал меня чемпионкой России. Гордился. А сейчас я его виню за то, что он меня веслом лед заставлял ломать. Говорит, верь, ты обязательно вылечишься. А мне страшно. А вдруг не вылечусь? Мне bardzo жаль. А ты себя пожалей. Еще непонятно, сможешь ты после этого аборта забеременеть. Я не совсем понимаю, о каких вопиющих безобразиях идет речь, но считаю необходимым высказать свое мнение. Скрытые болезни пациентов, которые становятся причиной осложнений, это скрытые проблемы всей нашей медицины в целом, а не отдельной больницы.
Это и так понимают все. Но ведь всегда нужно найти козла отпущения. А я с этим категорически не согласен. Поэтому не вижу возможным оставаться в штате этой больницы дальше. Тем более, что нахожу Елизавету Юрьевну прекрасным руководителем. Извините, я пришел в эту больницу еще интерном и всему научился здесь, у своих коллег. Я горд, что попал в этот коллектив. Поэтому мне очень жаль, но я... Увольняются мои друзья, коллеги, однокурсники. Я не вижу этой больницы без них. И я. А я давно хотел уйти. Не было повода просто. А тем более сейчас, без Елизаветы Юрьевны, не вижу смысла абсолютно. Для чего ты делаешь мне больно? Мне и так больно, Зина. Томаш, он улетел до Америки без меня, Зина. Он смотрел мне в глаза и уже знал, что предаст. Ну и пошли его. Я хочу от него детскую. Дура ты. Это же твой ребенок. Мама. Алло, мама. Witam. No, ja przyjadę i wszystko ci wyjaśnię. Мама волнуется. Я сказала, что еду в командировку, а она узнала, что это неправда. Ну и скажи матери правду. Не, я не могу. Ты попросту не знаешь моих родителей. Что мне теперь делать? Анджей! Анджей, я шпитам у Анджея. Teraz, шпитам. Так, значит, сговорились. Круговая порука. Ну, а вы? Что же вы, господин Думанский? А я и Екатерина Сергеевна, так сказать, homo sapiens и стадным инстинктам не подвержен. Молодец. Марина Станиславовна, в течение 2 недель, которые по трудовому законодательству обязаны отработать сотрудники перед увольнением, я попрошу вас найти врачей на замещение вакантных должностей. А вы, будьте любезны, займите, пожалуйста, свое место за столом начмеда. Но я жду. Я отказываюсь от должности, Екатерина Сергеевна. То есть как? Мои коллеги увольняются в знак протеста против снятия с должности Елизаветы Юрьевны. А я должна занять ее место. Я не могу. Как я буду чувствовать себя? С кем я буду работать? Ну и коллективчик. Вами воспитана, Екатерина Сергеевна. Мной? Это я вас такому научила? Это я вас так воспитывала? Вы? Это же ваши принципы. Ответственность, взаимовыручка, не сдаваться, не сдавать других. И сами вы никого никогда не сдавали. Ну, знаете, откуда вы взялись только на мою голову? Как откуда? Вы же нас принимали на работу. Все. Убирайтесь к чертовой матери! Убирайтесь все! Идите, работайте, работайте! Что вы расселись тут! Простите, Елизавета Юрьевна Слепнева из комы вышла, глаза открыла. Ну, слава богу. Да, ну и денек. Ну, в так долго, Анджей.
причину тебя под кабинетом жду. Садись. Пятиминутка затянулась, но хорошо закончилась. Ну, как жизнь? Рассказывай. Жизнь. Bardzo źle. Жизнь сломалась. Планы разрушились. Томаш, он уехал в Америку. И я не понимаю, что мне теперь робить. Стать матерью. Это же прекрасно. Ты не wiesz, co mówisz. Так не может быть. Матка и отец, они умрут, если я вернусь из России беременная и незамужняя. Ну так мы тебе тут мужа найдем. Я мам проблемы, а ты шутишь? Агнешка, ну, Агнешка! Ты прав. Ты прав. Мне нужен муж. Я вернусь домой с детском и замужней. Фиктивный брак. Ты станешь моим мужем. Согласен? Не согласен. Ну, а что Кате скажу? Извини, Агнешка, я не могу. Ну, это поставит крест на всех моих усилиях. Wszyscy jesteśmy jednakowi. Подожди! Ладно. Пойдем. Пойдем, пойдем. Ой. Такое дело. В общем, Агнешке нужна твоя помощь. И чем можно помочь девушке, которую бросил жених? Ничем. Вань, ну, она сама попросила. Правда? Заключи с ней фиктивный брак. Андрюш, ты нормальный? Ну, что ты испугался, Вань? Я согласен. Ну вот. Ну, настоящий реаниматолог. Черту не боишься приступить. Только, Вань, никто не должен знать, что брак фиктивный. Я понял. Dziękuję. Такие дела. Привет. Привет. Катюш, тут такое дело, в общем, одна свадебка тут намечается необычная в больнице. Женитесь, Андрей Васильевич, поздравляю. Да нет, не я. В общем, я свидетелем буду, а нужна свидетельница. Поможешь? Так а женится кто? А пойдем в кафе, я тебе расскажу. Ой, пойдем, свидетель. Агнешка, стань моей женой. Я думала, обходишь. Что происходит? Я согласна. Ну вот и молодцы. Так, Агнешка, одевайся, я договорился, вас сейчас за 5 минут распишут, еще и на процедуру успеешь. Пойдем. Ну, поздравляю. Dziękuję. Я просто хотела вас поблагодарить. Савчук не ожидала такого поворота. И я, честно говоря, тоже. А чего вы от меня ожидали? Что я радостно растолкаю всех локтями и усядусь на место ночмеда? Очень вы хорошего обо мне мнения, Елизавета Юрьевна. Ну, извините. Кстати, как там здоровье Слепневой? Динамика положительная. Ее муж приходил, извинялся. Тук-тук, извините. Тут такое дело.
Я, в общем, денежки собираю Ивану Марченко, реаниматологу нашему. Что с ним случилось? Женился. Когда? Только что на польке из гинекологии, представляете? Да ладно. Серьезно. Так что по 500 рублей. Ну, хорошо. Что за новость? Ванька женился. Да ты что? Да. О, Вань, женились? Ну, Поздравляю. Спасибо, девчонки. Ой, хорошие у меня коллеги. І ти bardzo хороший. Dziękuję. А я поеду. Зачем? Лічення окончу вдома. Матка і отець успокоять її, а потім розійдемося. Зачем разводиться? Я люблю тебя. И ты тоже, я же вижу. Ні. Что нет? Не ври себе. Ні, так не може бути. Я хочу быть с тобой и твоим ребенком. Поезжай домой, подумай. А я буду ждать тебя. Bardzo mi żal расставаться ще з панством. У тебе обязательно будет детско, Зина. Ты своего береги, хорошо? Если бы не ты, пошла бы на грех. Ты пиши мне. Свяжемся по интернету. Доброе утро. Куры, слышал, ты замуж вышла? То так? Поздравляю. Dziękuję. И аборт делать не буду. Так а что ты вчера вышла замуж, а сегодня уже уезжаешь? Так, Иван teraz билет покупает. Ну, вернешься к нему? Так. Ну ладно, совет дали Бога. А говорят, у вас с Иваном брак фиктивный. Ну, то и добре. Зина, мне пора в хотель. Чемодан заберу и в шпиталь. Тут Иван будет чекать на мне с билетом, то... До widzenia. До widzenia, Зина. Встретимся еще. Wszystko najlepszego. Dziękuję. Что случилось? В гостинице стало плохо, началось кровотечение. Черт, как чувствовала. Ты как? Иван не отходит мне. Ваня, что ты здесь делаешь? Я останусь со своей женой. Ваня, здесь нельзя находиться. Я никуда не уйду. Я с тобой. Что с ней? Выкидыш. Готовьте анестезию. Иван. Я с тобой. Я с тобой. Зле. Bardzo zły. Wszystko utraciła. Tomasz uleciał. Moje dziecko. Агнешка, Иван, я с тобой, все в порядке. Завтра новый день. завтра разведемся. Нет. Я тебя с родителями познакомлю. Что ты? Какой развод? Ты nic не разумеешь. Не бросай меня, слышишь? Не бросай меня, я тебя только нашел. Не смей! Иди.
с реанимации перевели, так и не встает. Агнешка. Где Иван? У него все нормально? Да все хорошо. С утра в отделении был. Сейчас, правда, к ночмеду вызвали. Для чего? Ну, Ваня вчера некорректно себя повел за отделением. Так. Так, женщина, лекарь. Которая хотела, чтобы он ушел. У Вани будут проблемы из-за меня. А это потребности реанимации на месяц? Да. Какие есть еще проблемы, кроме нехватки препаратов? Какие? Кардиомонитор на ладан дышит. Новый необходим в любом случае. Ну, хорошо. Вань, ну, напиши здесь все, что нужно. Будем, я не знаю, что-то думать. Przepraszam. Zostawcie mojego mужа в покое. Разве мужчину наказывают за то, что он не бросил свою женщину? Вы бы бросили близкого человека? Извините. Идем. Детский сад. Список. Твоя керівниця розгнівалась ще? Я зробила тебе зле? Защитница. Я не розумію. У тебе проблеми? Ну, конечно. Я женился. И даже не знаю, может моя жена обед приготовить или нет. Przebacz. Tomasz? Halo? Tak, Tomasz. Co? Який шлюб? Иди в дупу, Томаш. Так, в дупу твоя карьера. Нигде нет звонни вещи. Я вышла замуж. Агнешка. Кохам чай. Ну и салатик сделаем со свеженьких огурчиков. Я же говорила, что у них все серьезно. А вы фиктивный брак, фиктивный брак. Как соблазнительно лицо.